дичь, ересь, ложь, чушь и провокация. Самый часто задаваемый вопрос. Вот тут у вас будут сложности. Google переводчик, кстати, не пользуйтесь. Он подготавливаться к экзамену на экзамене. За 3 месяца ты начнешь говорить, не любят мигрантов. А дети-то что, они ля-ля-ля-ля-ля. Тонкий смысл заложен. Да, вот эти первые 300 слов вы будете их учить оторванными, пока вы не померли. Попросили сделать видео про языки. И так как я говорю на 4 языках, поэтому думаю, пора что-то рассказать о языках, как я их учил, ну и, естественно, как языки влияют на вашу жизнь именно в Мексике, ну и вообще за границей. За кадром у нас сегодня Кристина в качестве Евграфа, если кто знает, тот поймет. И она будет мне задавать вопросы, а я на них буду отвечать. Правда ли, что в Плае можно жить, зная только английский? Да, теоретически можно, но качество вашей жизни будет, не сказать, что очень высоким. Английский язык здесь, в Мексике, люди знают, но знают его очень, скажем так, очень базово, большая часть. Естественно, профессиональные это юрист, там риэлторы, они говорят очень хорошо по-английски. Но даже это я бы не назвал бы тем, чем надо. То есть все-таки это базовый английский и главный государственный язык, язык общения, язык документооборота, испанский. Поэтому, да, жить можно, но лучше, за неимением лучшего, да, лучше хотя бы английский точно. Как ко мне будут относиться мексиканцы, если я не говорю на испанском? Нормально будут относиться, языкового какой-то дискриминации нет. Почти все испаноязычные страны, они очень лояльно относятся, когда вы хотя бы пытаетесь. Ну, если вы, конечно, совсем не хотите произносить ни одного испанского слова, ни одной фразы, тогда они вас просто не поймут, они никак к вам не будут относиться, потому что вы с ними не сможете коммуницировать. Подавляющее большинство населения здесь, допустим, оно не говорит по-испански, подавляющее. То есть по-испански говорят только прям узкая прослойка людей, которые работают в туризме. И опять же, надо не забывать, что это же не тот английский, да, то есть немножко отойдем от темы. Английский там, или испанский, это же не существует какого-то одного английского языка, или испанского, или даже русского, или там еще какого-то. То есть есть такой узкий английский в недвижимости, узкий английский в туризме, или там еще где-то там в образовании. Это разные языки, вы буквально можете, не считая вот этих базовых 300 слов, вы можете вообще не пересекаться с остальными словами. Поэтому, ну да, они будут говорить, например, те, кто обслуживает туристов, они немного говорят по-английски, но вот только то, что им надо. То есть если у вас немножко вы отклонитесь, там, вам больница понадобится или в аренду жилье снять, уже будут проблемы. Насколько сложно объясниться в супермаркете, прачечной или такси? Ну, это совсем ерунда. Тут это все входит в базовые 300 слов, поэтому тут проблем у вас не будет. Не забывайте, что английский с испанским имеют около 1200 общих слов, которые немного по-другому произносятся, да? Поэтому price, precio там, или information, то есть небольшие, как сказать, различия. Какие 5-10 фраз нужно выучить обязательно перед прилетом? 5-10 фраз, я не знаю, я учил язык еще находясь в Дубае, 2,5 года назад я его начал учить, поэтому я даже не могу ничего сказать, но выведу вам на экран вот такие, наверное, фразы желательно. Что касается нас, чаще всего употребляем quanto cuesta, да, это сколько стоит, потом donde, где, да, самый часто задаваемый вопрос в любой семье, мне кажется, да, особенно со стороны мужей. И там quiero, да, хочу, переводится quiero, хочу, la cuenta por favor, да, счет, пожалуйста, в ресторане. Потому что по прилету турист вы, переезжающий вы, поначалу вы много будете питаться в разных местах, и счет вам нужно просить. Ну и, конечно, самое главное в Playa del Carmen – это слово «плая», это пляж. Да? «Donde mejor playa», да? Вот вам такой упрощенный прям вопрос, где лучший пляж. Без всяких этих грамматических конструкций вас поймут сразу. На каком языке проходят сделки по недвижимости и нужен ли переводчик? Смотрите, даже если вы хорошо говорите по-испански, я бы на вашем месте не связывался бы самостоятельно с теми
аспектами жизни, которые касаются законов, оформления документов и прочее. Потому что, слушайте, ну и знаете вы испанский, ну и вы можете там побалакать, да, с кем-то сесть полчаса о жизни, там, не знаю, о политике или не знаю, о чем там. И язык документа оборота, он, знаете, даже для носителей иногда непонятен. Ну, конечно, лучше пользуйтесь профессиональными услугами, не лезьте туда, где вы ничего не знаете. Если покупаете недвижимость, у вас будет человек, который всем этим будет заниматься. Вам это не обязательно. Но, конечно, хорошо, если вы немножко шарите, и вот находясь в процессе сделки, когда вы будете ходить, значит, все там осматривать, если вы и сами будете немножко понимать из того, о чем речь идет, конечно, это приятно, да, хорошо. Сложно ли нанимать персонал, к примеру, для ремонта или клининга, если они говорят только на испанском? Вот тут у вас будут сложности, потому что если вы не говорите совсем по-испански, и вы не понимаете, что они вам говорят, еще знаете, какая проблема есть? Они еще и говорят так, что некоторых из них сложно понять, даже если вы испанский знаете в какой-то степени. Поэтому тут либо опять же иметь какого-нибудь друга, который говорит по-испански и сможет перевести, либо пользоваться лучше вот переводчиком, потому что у вас же не какой-то там, знаете, сели, пообщались, а лучше вот подготовьте текст, переведите его в каком-нибудь Gemini чате. Google переводчик, кстати, не пользуйтесь, он так сильно искажает смысл, что это вот катастрофа в плане с русского на испанский, там ужасные искажения идут. Лучше пользуйтесь чатом, либо Gemini, переводите заранее, что вы хотите от них, дайте им это прочитать спокойно, убедитесь, что они все поняли, и дальше двигайтесь. Потому что, да, с персоналом будет непросто. Они, потому что по-английски зачастую вообще не говорят ни слова. Как быстро вы начали понимать местных жителей? Если речь идет про недвижимость, там я все понимаю на 100%. Но если меня утащить куда-нибудь, знаете, в флорерию, да, то есть в цветочный бизнес, например, я не знаю, или там в медицину, я там очень буду плавать, потому что мой испанский, он был изначально заточен под продажи. То есть учить я начал еще в лохматые времена при продаже техники и потом в недвижимости, да, то есть по большей части он у меня заточен под недвижимость. Мексиканский испанский, он сильно отличается от того, что в учебниках? Да нет, грамматика-то остается та же самая. Есть различия, знаете, в чем? Во-первых, есть ряд слов, которые тупо по-другому произносятся. Хорошим примером будет бассейн, да? В Испании это будет писина, а в Мексике это альберка. В Испании коче, автомобиль коче, значит, в Мексике это карро или вообще камионетта, да? Камионетта это тачка по-русски. И вот такие вот есть, то есть, ряд слов, которые просто-напросто другие. Они, конечно, вас и в Испании поймут, и здесь поймут. Также, если вы в Мексике скажете писина или коче, да, вас тоже поймут. Но здесь есть свои отличия. Также есть ряд фраз. Они здешние, чисто мексиканские. Потом, на самом деле, со временем мексиканские сериалы тоже влияют на оригинальный испанский. Их да. А какой это, интересно, оригинальный испанский? Его тоже нет. Там у них в Испании тоже там 6 или 7 диалектов, поэтому мексиканский язык, ну, в смысле, мексиканский испанский, он считается самым чистым из всех испаноязычных стран. Колумбийцы с этим спорят постоянно, но когда я брался учить, я учил именно мексиканский, потому что он оказался самым таким чистым, понятным языком. В общем говоря, если вы учите английский, то вы жителя Торонто поймете, а жителя Техаса начнете понимать через несколько лет. Это мой любимый вопрос. Нужно ли учить язык заранее или лучше учить его, так сказать, в бою, уже живя в Мексике? Подготавливаться к экзамену заранее или подготавливаться к экзамену на экзамене? Ну, по-моему, это... То есть, когда вы уже приехали, вам язык нужно использовать, а не учить. Если у вас много денег, много свободного времени, то, да, вы можете приехать на расслабоне, там, походить, найти дружков каких-то, знакомых, которых вы, конечно, вам будет сложно завести, потому что вы не знаете языка, о чем вы и как вы будете с ними разговаривать. Ну, либо будете разговаривать с ними на английском, если вы английский знаете, либо будете общаться со своими, да, с теми, ну, например, с русскоязычным комьюнити, да? Поэтому, конечно, обязательно язык нужно всегда учить заранее. Ни в коем случае не надо это оставлять на последний момент. Каждое слово, которое вы не выучите у себя на родине, будет стоить вам $1. Я вообще считаю, что и 10.
потому что незнание языка – это проблема, которая не позволяет вам комфортно существовать и решать все свои бытовые повседневные проблемы, отнимает много времени. Смотрите, ваша задача не выучить язык, ваша задача впитать в себя базу и, самое главное, словарный запас. Вам самое главное закидать в голову просто максимальное количество самых часто употребляемых слов. Их 2000. То есть, по сути дела, язык на 80-90% состоит из 2000 слов. Поэтому, если вы хотя бы 1000-1500 слов, самых часто употребляемых, выучите, зазубрите, почитайте простенькие текста, слава богу, сейчас с этим нет никаких проблем, то, конечно, у вас все будет хорошо, я считаю. А вот дальше уже подточить, отшлифовать, подстроиться под диалект, под акцент местный, усвоить какие-то местные словечки, знаете, какие-то выражения, которые вы заранее не узнаете, просто это невозможно. Это уже, да, будете делать на месте. Правда ли, что если говоришь по-испански, то цены на рынке или в магазине для тебя станут ниже? Ну, туфта, это все, конечно же, это неправда. Нет, конечно, когда вы знаете испанский, вы можете там похихикать, пошутить, знаете, завязать какую-то беседу с продавцом и как-то, ну, то есть сблизиться с ним и, возможно, эмоционально, как-то на эмоциональном уровне продавить его на скидку, потому что вы ему понравитесь в процессе общения. И, ну, если это возможно, опять же, он вам сделает какую-то скидку. Но так, чтобы вот, значит, этот не испанец, да, то есть не испаноязычный, все, ему да, такого нет. Конечно, цены везде сейчас одинаковые, все знают, все проверяют, это уже давно так не работает. Хотя торговаться надо. Даже если вы не знаете испанского, вот с таксистами тут надо торговаться прям жестко, требовать от них цену ниже, прям, потому что эти граждане вас, конечно, ну они всех обберут, не только вас. На испанском, хоть на марсианском будете разговаривать, они с вас трясут все. Считается ли дурным тоном не пытаться говорить на местном языке? Ну да, как я уже и сказал, все испаноязычные страны очень любят, когда вы пытаетесь что-нибудь сказать на испанском. Вы там буквально одну фразу сказали, они вас расхвалят. Прямо они будут очень довольны, за что им респект всем. Поэтому, конечно же, это дурной тон, когда вы приехали в какую-то страну и вообще даже не пытаетесь, да, вот у вас даже нет намерения говорить на языке этой страны. Это прям грех. Приехали, будьте любезны, пожалуйста, пытайтесь, учите с первого дня. Слава богу, сейчас все есть для этого. Как бы местным это не надо, это вам надо. Во-вторых, это уважение к стране. Но здесь говорят вот на этом языке. Поэтому хотя бы покажите то, что вы хотите, что вы пытаетесь, у вас есть намерение. Вот недавно мы видели, пришел американец, меню, говорит, дайте мне, говорит, значит, на английском. И вот поражает, да, в США во всех школах учат испанский, как в России, например, английский. То есть это там второй язык. И человек находится, который меню не может прочитать на испанском. Ну, это что такое? Опять же, вам это выгодно. Покажите, что вы хотите говорить на испанском, и люди к вам потянутся. Странно, но я его задам. Как выучить испанский в короткий срок? Как выучить испанский, сидя на диване за 2 месяца, да? Ребят, пожалуйста, давайте сразу просто уберем вот эту вот дичь, ересь, которую разносят в интернете, в Ютубе. Я знаю, вы любите кликать на это. Значит, английский за 2 месяца, за 3 месяца ты начнешь говорить, за полгода ты начнешь говорить. Нет, не начнете вы говорить за 2 месяца. Не начнете. Есть единственный вариант, при котором вы шатко-валко начнете понимать и что-то там говорить на базовом уровне месяца за 4. Это если вы будете по 5 часов в день, вот как рабочий день у вас, лучше 8 часов, но 8 часов мозг не потянет, поэтому максимум 4-5 часов в день можно учиться. Дальше просто эффективность падает в ноль. Вот если вы будете так сидеть по 5-6 дней в неделю, 4 месяца, и реально вы погрузитесь с головой в язык, есть шанс, что вы его вытащите на какой-то, скажем так, уровень, с которым можно куда-то уже ехать. Конечно, я сторонник того, что надо времени больше, потому что усвоение языка – это буквально у вас новые клетки в голове появляются, новые нейронные связи. Это на физическом уровне процесс, который требует времени.
Вы поймите, запомнить информацию, это означает вырастить новые ниточки в мозгу. То есть они не вырастают мгновенно, это же очевидно, мне кажется. Поэтому есть хорошая штука, это кривая забывания по Эббингаузу. Что это означает? То есть все уже давно выучили, все разработали, открытия все сделали, то есть вам нужно просто это использовать. По Эббингаузу звучит это так, что у вас слово забывается в течение 2 месяцев. То есть и идет это по, скажем так, нарастающей. Что это означает? Допустим, если вы выучили слово, то, скорее всего, вы его забудете через 2 часа. Если вы его повторите через 2 часа, то через следующие 2 часа вы его уже не забудете, но забудете через 2 дня. Вот если вы повторите еще раз через 2 дня, то у вас забывание отодвигается уже там на неделю, а то и на 2. Если вы еще раз через 2 недели повторяете, то у вас это забывание отодвигается там на месяц. Ну и так далее до 2 месяцев. Если вы повторяете по вот этому расписанию, скорее всего в описании оставлю это расписание, оно простое и работает для всего и всегда и для всех. Сразу скажу, нет людей, которые скажут: ой, Эббингаус для меня не работает. Такого не бывает. Если четко по этому расписанию слово, либо пачку слов вы повторите, то вы обязательно слово запомните навсегда. Насчет слов, да, я всегда всем говорю, что язык состоит из слов, не из грамматики, а из слов. Грамматика – это скелет, слова – это мясо, да. Одно без другого, конечно, жить не может, естественно, но, скажем так, если вы скажете «я хотеть пить вода», вас поймут. А если вы знаете, как построить предложение, но у вас нет слов, все, вы молчите, вы будете вот как тот мемный теленок, да? Он не может ничего сказать. Вот у вас просто нету этих слов в голове. То есть лучше знать слова и сказать криво-косо, с ошибочной грамматикой, с неправильными временами, да, то есть показать пальцем посаду, да, то есть в прошлом времени, типа «я пить посаду», да, то есть в прошедшем времени, то есть вас поймут. Но если вы не знаете слов, ну только что от того, что вы знаете грамматику. Поэтому фокусируйтесь в первую очередь на словах. Словарный запас – это наше все, это и есть язык. Есть чувство неприязни к иностранцу. Ты когда-нибудь вообще ощущал на себе дольку расизма, там, нацизма, я не знаю, как-то себя как не в своей тарелке, что мексиканцы не рады тому, что ты сюда переехала жить? Не забывайте, что в каждом городе, в каждой стране обязательно найдется такой маленький процентик, это вот 1% населения есть, ксенофобы, обычные старые добрые ксенофобы. Это, кстати говоря, нормально, то есть мы обезьяны лысые, да, то есть мы научены эволюцией ненавидеть чужаков, опасаться их. Поэтому, да, всегда есть вот эти вот радикально настроенные граждане, которые не любят мигрантов. Сразу скажу, они не любят всех. Вот у них с соседней улицы человек придет, и они его будут ненавидеть. Поэтому на это мы внимания не обращаем. То есть обязательно в любой стране, в любом месте вы на себе немножечко негатива от местных ощутите. Это нормально, не надо из этого делать трагедию. Просто разворачивайтесь, не обращайте внимания, идете, живете дальше. В целом, конечно, Мексика, она более такая, знаете, скажем так, толерантная, наверное, да, к мигрантам, потому что мигранты приносят деньги, приносят новые, в общем, они улучшают страну, да это везде так было. То есть если мигрантов впускать с умом, если никого попало, да, там на лодках, да, как в Европе, а с умом, как положено, человек, если не имеет судимости, если он образованный, у него есть деньги, там, да, все этот процесс оплатить. Если он не сидит на пособиях, да, вот здесь их нет, никаким мигрантам, никаких пособий здесь никто платить не будет. Соответственно, здесь иммигранты другие. Вот сюда, чтобы получить вид на жительство, вы должны заплатить на данный момент там, около $500 на человека. Ну, ну, как бы не все это могут заплатить, соответственно, и не все сюда едут те, кто могут, а эти люди в большинстве своем обычно с головой на плечах, поэтому, да, есть, обязательно будет, не сомневайтесь, обязательно кто-то вам испортит настроение, посмотрит не так, посмеется над тем, как вы говорите по-испански, обязательно будет, но когда мы говорим, что в Мексике там, или испаноязычные любят тех, кто пытается, мы же не говорим про 100%, мы говорим про там 98%, мы говорим про большинство, но не про 100%. Как понять, что ты
идеально выучил язык? Ну, если вы умеете ругаться на каком-то языке, если вы сможете словесно, я имею в виду конфликт, ни в коем случае драк не устраивайте, рукоприкладство, это плохо закончится, еще раз повторяю, власти здесь тоже не любят. Если вы словесную перепалку можете вытягивать, это означает, что вы знаете язык, потому что в стрессе формулировать свои мысли, при этом обходя как бы опасные слова, да, обходя опасные формулировки, за которые вам либо может пролететь от человека, либо от государства, да, в виде полиции, это самое сложное. То есть ругаться на языке на каком-то – это самое сложное. В принципе, если вы умеете конфликтовать на этом языке, на который учите, считайте, что вы его знаете. Какие языки, по твоему мнению, сейчас самые важные? Назови мне топ-3 языка, которые прям вот необходимо, жизненно необходимо знать. Смотрите, если вы собираетесь заниматься международным бизнесом, ну, английский всегда будет на первом месте, я не знаю даже, есть ли смысл об этом говорить. Английский будет в любом случае, это база, да, база. А вот второй, третий язык, тут надо смотреть на перспективу плюс необходимость для вас. То есть, если вы занимаетесь бизнесом международным, то, наверное, стоит посмотреть в сторону китайского. Как ни крути, китайцы плохо говорят по-английски, а их много, экономика это вторая в мире на данный момент, поэтому да, надо. Если мы смотрим по количеству носителей плюс количество стран, да, потому что китайцев 1,5 миллиарда, но там в Китае тоже куча этих китайских языков, то, наверное, испанский будет прям на втором месте после английского, потому что много-много стран, и в общей сложности 650 миллионов человек говорят по-испански, носители. Это означает, что на нем говорят больше людей, больше носителей, чем на английском. То есть по количеству носителей он обходит английский. Поэтому, да, испанский точно надо. А вот третий язык, это уже, наверное, для души, если только. Ну, кому-то нравится итальянский, говорят, что он якобы красивый. Говорят, что кому-то французский нравится, что он сексуальный. Французский, кстати говоря, да, тоже интересная тема, потому что половина арабских стран говорят на французском, да, от Ливана до Марокко. Плюс целый ряд африканских стран, в которых сейчас идет бурное развитие. Поэтому французский, наверное, мне не нравится этот язык, он очень сложный для меня лично. И, ну да. Немецкий не вижу смысла. Ну, одна Германия говорит на немецком, и что? Зачем он нужен? Там еще где-то я слышал, какие-то страны говорят, там Австрия вроде как похожа тоже, там у них почти одинаковый язык. Но это не тот. Опять же, если вы занимаетесь, или у вас есть планы на Германию, вам нравится культура немецкая, тогда есть смысл вот какие-то из этих языков рассмотреть. Выбирайте третий язык, чтобы он вам нравился, как он звучит. Я испанский учить начинал, потому что мне нравилось, как он звучит. Он такой, знаете... Дай топ-3 вредных советов и топ-3 полезных советов по изучению испанского, ну, либо какого-то другого языка. Первый вредный совет. Считайте, что весь мир должен говорить на вашем языке, а вы не обязаны никакой язык учить. Вот самый топчик, топ-1 вредный совет. Второй вредный совет – смотрите побольше рекламу от блогеров и оплачивайте курсы всяких инфо-цыган и платформ, которые вам обещают быстрый результат. Не учите язык никакой, пока не переедете в какую-то страну. Вы там на месте все выучите, там вы найдете друзей и выучите язык. Зачем вам сейчас время тратить? Вот, да. А если серьезно, конечно… Какие советы? Не ленитесь. Вот не ленитесь. Знаете, я за собой замечал такой, я очень ленивый человек, сразу скажу. Я очень много сложных вещей в своей жизни делал ради того, чтобы потом ничего не делать. То есть я лентяй номер 1. Но я лентяй тот, который поработает очень сильно, напряжет мозги, придумает так, чтобы как бы официально ничего не делать. То есть не просто лодорничать, а вот, знаете, поработать, что-то, какую-то схему придумать, и потом можно было сидеть, да? Вы, самое главное, садитесь. Вот помните всегда 2 правила. Главное – начать, всегда заканчивай дистанцию. Вот это, не знаю, оно правило для всего. Всегда заканчивай дистанцию. Это у меня фраза возникла, когда я еще бегом занимался, там по
полумарафон бегал. То есть я просто себе твердил, когда мне вот не хочется, когда я уже вот все, там, если я бежал, то есть я уже без сил, да, то есть я уже упасть хочу, я всегда себе твердил, всегда заканчивай дистанцию, чего бы тебе это ни стоило. Это обязательно такое правило. И в плане языка тоже, если вам нужно первое сесть за его изучение, а второе, то, что вы себе наметили, завершить это. Если вы сели и решили выучить сегодня там 30 слов, пожалуйста, закончите это. Не вставайте, пока не закончили. Не надо ничего откладывать. Слово, которое вы не выучили сегодня, вы его никогда не выучите. Все, этот день кончился. Вы выучите завтра, да, но это будет завтрашний день. Поэтому обязательно, да, садитесь и начинайте. И самый главный совет, всегда помните, что изучение языка – это такая же тренировка, как в спортзале. То есть, если вы сегодня выучили 10 слов, через неделю вы можете взяться за 20 слов, а через месяц вы сможете взяться сразу одним махом за 30 слов. То есть у меня, например, в свое время на Шри-Ланке, когда английский я упорно учил, там рост происходил такой, знаете, конский, потому что я начинал с карточек, да, вот в Quizlet у меня карточки там есть, я начинал там 10 слов, 12 слов, а через 3 месяца у меня в карточке доходили до 110 слов. Не советую никому так делать, это не очень эффективно, но смысл в том, что я мог охватить 110 слов новых за раз. То есть у вас происходит, то есть ваш мозг учится учиться. То есть сначала надо научить мозги впитывать информацию, а там оно само пойдет. Это как на педали, знаете, левый, правый, там поехало. У меня страх выразиться как-то неправильно. Это вообще нормально или нет? Это самый большой враг изучения языка. Это вот первый главный враг. Потому что это лишает вас практики. С ошибками, неправильно, как угодно, только говорите. Вот говорите, говорите и говорите. Никогда не бойтесь, что вы чего-то не так сказали. В большинстве случаев вот практика показывает, 99,9 никто над вами не смеется, и все пытаются понять. Все будут вот так, знаете, вот чуть ли не ухо вот так поворачивать в вашу сторону, лишь бы что ты там говоришь, понять. Но никто не подумает над вами поржать. Поэтому вообще выкиньте из головы это. На каких языках ты разговариваешь? На русском родной язык, значит, на английском, на испанском наполовину уже, можно сказать, я разговариваю, и на узбекском. Это тот такой, как бы второй родной язык, потому что я родился, вырос в Узбекистане, поэтому, да, узбекский язык. Тут сразу стоит отметить момент проблемы, которые будут у вас возникать, если вы говорите более чем на 2 языках. Мешанина в голове. То есть при переключении между языками, как в Дубае было, что однажды я сижу, передо мной сидят люди, которые говорят на английском из агентства, на русском и на узбекском. И они вперемешку начали мне задавать вопросы, и мне приходилось переключаться между языками. И это, конечно, бешеная просто нагрузка, потому что даже если вы знаете язык, вам нужно какое-то время, 5 минут, да, чтобы перенастроить, потому что грамматика между узбекским, русским и английским, она вообще просто вот космически разная. И требуется время на переключение. Но это, кстати, тоже тренируется. То есть, если вы каждый день общаетесь на всех этих языках и переключаетесь, то мозг адаптируется к переключениям, то есть становится легче. Когда я был в Ташкенте на выставке недвижимости, да, там тоже я спокойненько начал, где-то через час я начал хорошо переключаться между русским, узбекским и английским языком. Так что это вполне себе позволительно. Сейчас, конечно, сложно переключаться между английским и испанским. Их грамматика отличается в некоторых моментах, и вот на них я жестко спотыкаюсь. То есть мне нужно либо на испанском стараться разговаривать, либо на английском полностью. То есть. Если ты переезжаешь с семьей и детьми, как дети быстро адаптируются к языку, к новой среде, и насколько быстро они могут забыть, допустим, родной язык, и насколько быстро они могут выучить местный язык? Но местный язык они за полгода освоят, потому что, опять же, у детей язык проще намного, чем у взрослых. Там не нужно изгибаться, да, и какие-то сложные структуры там выдавать. И потом они меньше стесняются, да, в отличие от нас. Мы же боимся разговаривать, а дети-то что, они ля-ля-ля-ля-ля, и понеслось.
Поэтому, если ваш ребенок переехал в новую страну, независимо от языка, до 12 лет, то, скорее всего, он практически станет носителем. То есть для него будет родной язык вот этот, куда вы переехали. После 12 лет для него будет оставаться родным языком, ну, то изначальный язык, и вторым языком будет являться язык страны проживания. Вот. Но быстро это все происходит, у всех немножко по-разному, но это очень короткие сроки, понимаете, в школе там вы отдаете ребенка в школу, и там буквально через полгода-год он уже свободно шпарит. Самое главное, конечно, я считаю, если вы переезжаете, ну, конечно, надо отдавать в местную. Да, ему будет сложно, ему будет тяжело первые там месяцы, да, первые 2-3 месяца, но это будет очень быстро. Если вы отдадите ребенка в русскоязычную школу, то он застрянет. Во-первых, он не будет интегрироваться в общество, во-вторых, с языком у него будут проблемы. То есть он окажется в ситуации так же, как когда, например, он в России живет или там еще в какой-то стране, в СНГ, и учит иностранный язык. То есть это будет такая, он будет в вакууме, у него дома на русском или там не знаю, на узбекском, например, да, или на казахском говорят, а учителя у него тоже, например, допустим, на казахском или на русском говорят, или на узбекском. И для него испанский или английский станет просто иностранным языком, и это будет длиться долго. А дети не любят. Дети вообще-то учиться не любят. Я себя хорошо помню, как я устраивал концерты, да, чтобы не учить английский. Сейчас-то я понимаю, надо было меня ремнем херачить, чтобы я учился. А какие платформы, например, использовать, если я вот совсем вот полный ноль, но с носителем мне, допустим, рано заниматься, и в какой момент будет лучше всего начать разговаривать именно с носителем? Первым делом вам нужно открыть, как говорится, взять в руки интернет, телефон и найти 300 самых часто употребляемых слов. Потом их затолкать в Quizlet и зазубрить. Это первая стадия. Вторая стадия – это искать, в интернете сейчас все это есть, искать простые текста, прям так сказать, простенький текст на испанском, простенький текст на английском для чтения. Вот. Берете этот текст, читаете его, так как вы 300 слов уже, предполагаем, что вы их выучили таки, вот, вы что-то уже улавливаете из текста, и далее происходит самоподдерживающаяся такая, знаете, система. То есть вы берете текст, читайте, в нем есть новые незнакомые вам слова. Не все, потому что вы что-то уже знаете. Вы эти новые слова выписываете, заносите в карточки. В карточках делаете от 10 до 30 слов. 30 – это потолок, как я заметил, чтобы эффективно усваивать. 30, ну, у меня это где-то по 50 слов, потому что уже слишком давно. А так, поначалу, до 30. Вот лучше всего до 30, как говорится, выпендриваться тут не стоит. По 30 слов в Quizlet вы заталкиваете, заучиваете, возвращаетесь, читаете текст. И так дальше. То есть с каждым новым текстом у вас количество новых слов будет все время уменьшаться. То есть будет такой момент, как у меня, я хорошо помню этот момент приятный, когда я учил английский, и однажды посмотрел сезон сериала, и за весь сезон у меня всего 200 новых слов было. И то это были, знаете, такие слова, как там rifle, да, это винтовка нарезная, там, еще какие-то такие слова, там, pivot, да, это поворот. Такие редко используемые, что ли, слова, я не знаю, такие специфичные какие-то слова. Поэтому у вас будет такой момент, когда вы откроете какой-нибудь текст, и там не будет просто новых слов. Просто нет ни одного слова. Это не значит, что вы на 100% будете текст понимать, потому что все-таки язык состоит не только из слов, а, например, в каком они порядке, да, какой там тонкий смысл заложен, завуалированный. Но в целом у вас просто не будет новых слов, дальше вы уже будете совершенствовать язык в других направлениях. Там, в тонкостях грамматики, в тонкостях намеков, в тонкостях переговорной там, какой-то структуры, там, что-то другое будет. Но это уже другая тема, как говорится, в то время, как вы учите язык, такого вопроса у вас уже не будет стоять. Поэтому слова, текст, слова. Чтобы это не было слишком скучно, конечно, лучше всего использовать видео с субтитрами. Да? Заходите на YouTube, берете видео, которое вам нравится, которое вам интересно, то есть на какую тему,
смотрите его, читайте субтитры, скачивайте субтитры, так тоже можно нынче. Читайте отдельно сами субтитры. Это немножко для меня это муторно, поэтому я в основном читаю прямо на видео. И самое главное, все делайте вручную. То есть вот у вас идет видео, у вас снизу идет строка с текстом, вы там видите новое слово, вы его вручную выписываете. Не надо придумывать, знаете, сейчас я возьму ссылку на видео, отправлю Gemini, он мне даст все слова, которые есть там, и которые я никогда не выучу. Так не надо делать. Все вручную. Потому что процесс переписывания слов, когда вы только еще делаете карточку новую, у вас слова, они связываются с этим видео. То есть у вас есть видео, например, как сделать табуретку, да, и вот когда человек говорит, там, возьмите стамеску, там, возьмите там, молоток, вы уже видите эту картинку с молотком, с чуваком, который это вот сказал, и каждое это слово, оно к чему-то привязано. Потому что самый худший вариант – учить оторванные ото всего слова. Да, вот эти первые 300 слов вы будете их учить оторванными, потому что, потому что база. Потому что даже если вы попытаетесь найти их где-то в видео, вы просто подумайте, что язык выучить невозможно. Это первая мысль, которая живому человеку приходит. Ты начинаешь смотреть на это, думаешь, да это нереально, это хрень полная, вообще куда я лезу? И там, мне 45 лет, и надо учить язык. Так как, не, в 45 невозможно. То есть нет, вот так учите 300 слов, а дальше каждое слово должно быть к чему-то привязано. То есть, когда вы услышите молоток, вы вспомните чувака, то видео, и это слово на английском. И все. Хаммер. Я иногда слышу от людей: ой, мне там 35 лет, ой, мне 45, или ой, мне уже 55, мне уже поздно учить какой-либо-то иностранный язык, не буду браться, да зачем оно мне это надо, и все в таком духе. Ложь, чушь и провокация. Потому что, это неправда просто, реально, да, вот, чтобы опровергнуть эту, я, конечно, могу целую лекцию прочитать, но так попроще, если сказать. Возьмите любую бабушку и покажите ей дорогу до куда-нибудь. И потом попросите ее самой опять дойти до туда. Она дойдет. Расскажите бабушке сплетню. Она ее запомнит. Это означает, что запоминать человек может. Язык – это не ядерная физика. Это очень-очень простая штука, основанная на простых повторениях. То есть я лично знаю людей, которые в 80 лет могут услышать какую-нибудь фразу и запомнить ее с первого раза. То есть поэтому разговорчики про то, что как в возрасте сложнее. Да, есть такой миф распространен, что дети, мол, учат быстрый язык, мол, а вот нам, взрослым, это уже вот не под силу, у нас все тяжелее. Неправда. Наоборот, у детей еще нет опыта. То есть, например, почему мне легче испанский учить? Потому что у меня уже есть богатый жизненный опыт, у меня словарный запас в русском языке там огромный, да, и мне намного легче создавать какие-то образные связи к слову. То есть обычно у меня на каждое слово есть какое-то описание, какая-то связь. Также, если вы уже знаете английский, то дальше вы язык учите, вы можете сопоставлять, да, как устроены языки, какие-то слова у вас похожи. Наоборот, легче. Я считаю, что с возрастом, наоборот, проще учить язык, потому что у вас есть мотивация, то есть вы взрослый человек, вы понимаете, зачем вы это делаете. Вам не мама с ремнем стоит над вами. Что касается возраста предельного, я считаю, что язык можно учить пока вы не померли. В любом возрасте мозг способен, спасибо нашей нейропластичности, мозг способен впитывать слова. Единственное, где я соглашусь, что если человек всю жизнь работал на одной простой работе и занимался однообразной деятельностью, именно связанной с руками, например, то, скорее всего, его мозг уже отучился учиться. Это такой каламбур, конечно, но мозг должен научиться учиться. Поэтому, если долго этого не было, то да, мозг не адаптирован. Поэтому вначале будет трудно, но это все равно будет преодолено. То есть, если человек начнет заучивать слова каждыми днями, да, там стабильность какая-то будет, то через месяц, 2-3 мозг перенастроится, он поймет, что ему никак, его все равно заставят, и он начнет всю информацию впитывать. Полным-полно есть людей, которые переезжали и выучивали язык, тот же самый английский, в США люди переезжали и в 70, 75, 80 лет начинали говорить. Другое дело, что просто в таком-то возрасте иногда он и не нужен, то есть нет достаточной мотивации. Вот это уже другое дело.
Если у вас нет мотивации учить язык, вы его, конечно, вряд ли выучите. Вот. А если вам это нужно, вам это интересно, никакие возрастные ограничения здесь не работают. Жизненные нужно, Жизненные, да, нужно жизненно. Жизненно. А в Мексике разговаривают только на испанском или есть еще какие-то дополнительные языки? Да, в Мексике есть не только испанский. Народ майя на полуострове Юкатан, преимущественно это народ майя. И у них есть свой язык, это древняя цивилизация, у них есть свой язык. И многие из них хорошо, это у них родной язык. Было время здесь, в Плая-дель-Кармен, мы так вот слушали людей, что 20-30 лет назад реально здесь были люди, которые не говорили по-испански, они говорили только на языке майя. Также есть другие народы здесь. А мексиканский – это просто государственный общий язык для всех. В какой момент лучше всего нанимать преподавателя? Хороший вопросик, нетривиальный, и, наверное, просто на него ответить не получится. Я могу рассказать свой опыт, но вряд ли он будет прям для всех. Скорее, он будет даже меньше, чем для половины. Наверное, многие люди, вам нужно самим решить просто, совсем уж начать, лучше с с русскоязычным, с казахскоязычным, узбекоязычным, в общем, на вашем родном языке, чтобы вам немного накидали структуру языка, то есть объяснили, как язык работает, потому что у языка есть правила, я сейчас не про грамматику говорю, а именно как он работает. То есть в случае, например, с испанским есть там мелодичность, да, нам нужно, или там прилагательное ставится после существительного, да, вот такие вещи мелкие какие-то, чтобы объяснили вам. А дальше 98, наверное, процентов работы – это ваша самостоятельная. Не надо думать, что вы наняли репетитора, и вот вы сейчас заговорите. Это так не работает. То есть 98% – это самостоятельная работа по заучиванию, а 2% – это вот корректировка. Что касается, когда переходить на какую-нибудь платформу, да, онлайн-платформу, там, iTalki, например, или еще какой-нибудь, где вы будете разговаривать с носителем. Но, вы знаете, качественные носители, они, например, с детьми вообще не работают, с начинающими тоже не работают. Носитель будет бесполезная трата денег, если вы хотя бы 800-900 слов не выучили, смысла не вижу. То есть после 1000 слов, самых часто употребляемых, опять же, можно, как говорится, можно пробовать качать, да? как в том видео. Можно пробовать переходить на носителей. До 1000 слов смысла я в этом не вижу, потому что вы будете, вот, опять же, как тот с большими глазами будете смотреть, кивать. Вам будет казаться, что вы понимаете, но в реальности вы ни хрена не будете понимать. Вот так оно и будет. Вот. Поэтому, да, после 1000 слов можно. До 1000. Опять же, я считаю, что надо учить слова, и все на этом. Никакие преподаватели на вашем языке, мне лично они не были нужны никогда. В детстве у меня был, конечно, преподаватель, но вот что касается испанского, буквально ни одной минуты я с русскоязычным преподавателем не провел. Это полностью самостоятельная работа была. Плюс я смотрел на платформе, у меня было там 7 часов, 7 уроков по часу были с одним Карлосом из Венесуэлы, который живет в Чили, и вот у нас с ним были уроки. Но, знаете, это все сводится просто к разговору, ля-ля-ля. Вот, то есть мы с ним на уроках, так называемых, просто обсуждали все, что попадет под руку. То есть это просто практика. Поэтому я говорю, что хорошо бы выучить слова, а вот вы приехали, и вот здесь с кем-то коммуницируете, но уже бесплатно. Вот. Но если вы находитесь в своей стране, то носитель будет классным таким подспорьем, который вам поможет прям слышать живую речь, как она есть. Выбирайте преподавателя-носителя из той страны, в которую собираетесь. Потому что очень много нюансов, как я уже сказал. Слушай, на платформах по изучению языка я видела разные объявления от учителей. Где-то написано «профессиональный учитель», где-то написано «тьютор». Кого мне выбрать в итоге? Цена-то, извини меня, разная. Ценник может быть от $8, стартовая цена за час или полчаса, до $50 в час. Что лучше-то? Тут нет никакого лучше или хуже. Вам нужно выбирать преподавателя или тьютора просто
того, чей голос вам понравился. Это первое будет, потому что там есть превьюшка, вы можете послушать, как он разговаривает. И второе, когда вы возьмете пробный урок, вы для себя поймете, с этим человеком вам интересно общаться или нет. Есть персонажи, которые, кроме того, что они носители, ничего вам больше дать не могут. То есть они скучные. То есть когда я своего преподавателя нашел, я нашел его, по-моему, с 7-го, то есть я 7 преподавателей перебрал. И это хорошие все люди, но преподаватель вам не только должен говорить вот, там, на языке, да, там, погода хорошая, да, а он что-то может вам рассказать интересное о стране, куда вы собрались. Он вам может рассказать, дать какие-то советы по изучению языка, которые вы потом всю жизнь будете использовать, да, как в моем случае было с канадским преподавателем по английскому. То есть это очень важно, чтобы этот человек был не просто носителем языка, но еще и был образованным человеком, он что-то вам мог дать, информацию, не только слова, но и информацию полезную. Это важно. Поэтому выбирайте, кто вам понравится, с тем и общайтесь. Тут тьютор, не тьютор. Еще раз повторяю, на уроках вы либо не будете тратить время на грамматику, но даже если вы начнете, я настоятельно вам рекомендую этого не делать, потому что это пустая трата денег. Носитель вам не сможет так четко объяснить то или иное правило, как обычный Google или YouTube видео, где бесплатное. Зачем? Вам носители нужны исключительно для тренировки вашей речи, для тренировки живого общения. Грамматика, слова, это все отдельно. Я буквально, когда с Карлосом начинал учиться, я буквально ему сказал, ничего не обсуждаем, никакой грамматики, никаких слов не надо. Мы просто разговариваем. Это все я отдельно. И он мне иногда писал сообщения, так, поработай над прошедшим временем таких-то глаголов, поработай над этим и поработай над этим. То есть пока мы общались, он сообщение отправлял, я потом почитал и отработал. Но мы не тратили время на то, чтобы обсуждать. Один раз такое было, мы что-то зацепились за какое-то правило, он начал мне кидать эти примеры. В общем, 20 минут прошли впустую, поэтому я ему сказал, давай мы просто будем обсуждать. По пути меня поправляй, если я ошибаюсь. И вот он писал там, где я ошибался, какие-то слова он мне просто прописывал. После урока я их брал, заучивал и отрабатывал. Процесс, который требует времени.